господа, мы продолжаем наши прямые включения с фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Идет церемония открытия, и все больше и больше артистов присоединяются к нам в наш уютный пресс-центр вместе с каналом ОК Лайв, вместе с одноклассниками, вместе, конечно же, с пресс-центром «Славянского базара» в Витебске. Мы приветствуем вновь, только что опять-таки со сцены, человека, которого здесь, в Витебске, очень хорошо знают, потому что он участвовал в конкурсе молодых исполнителей, он занял гран-при конкурса молодых исполнителей здесь, в Витебске, и он по-прежнему каждый год практически приезжает и выступает на этой сцене. Дамы и господа, Димаш, очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. А когда вы победили? Это было где-то примерно 3-4 года назад, в 2015 году. То есть, и, как мне сказала Роза Рымбаева, вы к тому времени уже были большой звездой в Казахстане, это правда? Ну, я немного категорично к понятию «звезда» отношусь. Я почему-то знал, понимаете? что вы так скажете. Потому что, по моему мнению, звезды только на небесах бывают. Это Почему же так? Потому что мы все люди. Ну как же, но ведь для артиста, вот куча, ну, скажем так, много коллег, которые выступают на этой сцене, они ведь прям воплощают вот это вот ощущение звезды. Человек несет себя даже не только на сцене, но и за кулисами. Наверняка вы видели здесь многих таких. Странные люди, значит. Почему? Ну, не знаю. Мне не нравится. Ну, то есть вы абсолютно скромный человек. Я такой, какой я есть. Возможно, местами не скромный, возможно, в каком-то понимании можно сказать, что я скромный, но я не знаю. Я такой, какой я есть. То есть, ну, это очень хорошо, когда артист является самобытным. Вы большая звезда в Китае. Опять-таки, извините за слово «звезда», я уже даже не знаю, как. Окей, большой артист в Китае. Так можно говорить? Ну, я не Или знаю. просто артист в Китае? Да. Как происходит вообще? Как у нас есть тоже на российской эстраде артист Витас, который тоже достиг больших успехов в Китае. Это же огромный рынок, абсолютно неведомый нам. Как стать звездой в Китае? Окей, успешно. У меня лично по сей день, ну, скажем так, не то, что получилось, по сей день получается, поскольку я буквально 1,5 года назад о себе успел заявить там. И там было все по-честному. Выступил на конкурсе. То есть тоже конкурс? Да, это был телевизионный конкурс, где участвуют звезды, ну, большие звезды китайской эстрады. И меня как бы так, ну, в качестве эксперимента одного, как зарубежного молодого певца, пригласили. И я был на тот момент единственным, которого не знала китайская публика. И, ну, после первого тура, где я спел СОС, все стало на свои места. Из репертуара группы Абба или нет? СОС? Из репертуара Грегори Ли Маршаль. А на каком языке вы там поете? Конечно же, где бы я ни был, я везде стараюсь петь на казахском, это в первую очередь, потому что я хочу, во-первых, перед зарубежными слушателями похвастаться красотой казахского языка. И в Китае, конечно же, пою на китайском. Это же не просто. Ну да, у меня местами не так уж хорошо получается, но я, по крайней мере, стараюсь, как бы, да. То есть на мандарине, да, на континентальном китайском? Да, я над этим очень сильно работаю, потому что как певец я должен отблагодарить своих слушателей, предпочитателей моего творчества за то, что они поддерживают меня и ходят на мои концерты. И поэтому я должен абсолютно... разговаривать со зрителем на их языке, в прямом смысле этого слова. Да, стараться без акцента там. Как вы, участие в конкурсах, ведь далеко не каждый артист готов пройти через это испытание. Ведь конкурсы, ну, во-первых, ничто не гарантировано, да, а во-вторых, если уже являешься известным артистом в своей стране, вдвойне как-то играет на самолюбие. Как вы согласились участвовать здесь, в Витебске?
Вы понимаете, в принципе, есть такое понятие, как зона комфорта. Да. Когда артист в какой-то мере начинает обретать популярность или у себя там в области, или в стране, или там за рубежом тоже, и ему в этот момент становится тяжелее ехать на конкурсы за рубежом, допустим, принять участие там, потому что уже ему становится в какой-то момент всего достаточно, и ты, в принципе, зарабатываешь, и, в принципе, тебя знают, твое окружение, и... То есть захотелось как-то расширить свои границы. Ну да, потому что, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. А вы, кстати, любите шампанское? Нет, Почему? Почему? То есть вообще не любите выпивать? нет. Слушайте, Ну, вы просто образ абсолютно идеального человека рисуется, скромный. Нет, у меня очень много минусов, по идее, и Ну какие? они например? есть, Ну, они есть. например. Ну, Наверняка поспать любите долго. ну да, все мы любим поспать. Просто я алкоголь не употребляю, потому что на голос плохо влияет. И, в принципе, нас в семье, в Казахстане, каждого ребенка так воспитывают, чтобы мы особо не приближались к таким напиткам. То есть, ну, вообще никакого, как вот, стереотип поп-звезда, да, то есть яркий образ жизни, ночные вечеринки, яркая светская жизнь, романы, сплетни, постановочные, там все что угодно, да, то есть вот ночные клубы, это все не про вас. Нет, я в ночном клубе только 2-3 раза в жизни был. Правда. Отвечаю. И не хочется. Зачем? Не Ну хочется. а как? Ну просто, не знаю. Я тоже небольшой фанат ночной жизни, но как-то иногда-то... Ну, допустим, я могу выбраться ночью там погулять и как-то там отдохнуть, да? И для этого я зову своих друзей, и мы тупо проводим время у меня дома, или там играем в PlayStation с друзьями, или тупо сидим в машине, общаемся, или по городу катаемся. А так, чтобы в шумных местах вот так сидеть, это... Ну, у меня все друзья музыканты, и мы не любим, когда вот саунд отстраивают так, чтобы там по ушам било. Ну, Ну, да. в клубах. Ну, невозможно Слишком, там, конечно. слишком много низа. Да. Ну, это интересно, потому что, конечно, даже много молодых оперных артистов российских, они, в общем, ни в чем себе, по большому счету, не отказывают. Но вы бережете голос, это очень важно. Как вы за ним ухаживаете, за голосом? Ну, каждый певец, даже не только молодой, но и состоявшийся певец, он должен всегда заниматься с педагогом. И в этом плане мне очень повезло, у меня были всегда требовательные, хорошие, справедливые, честные педагоги. И вот своему педагогу хочу выразить огромное спасибо, Марат Ага, Марат Ужабаевич. И я тупо распеваюсь, занимаюсь и стараюсь периодически беречь голос, какой-то режим соблюдать иногда. Ну, в принципе, я не параноик. У меня такого нету, чтобы аж вот там кислое, там сладкое, не буду кушать такого. У меня По такого крайней нету, да. мере, вино красное вы не пьете, орехи, наверное, тоже не кушаете. И вот, собственно, уже и шампанское, как мы выяснили, и газированные напитки тоже не любите, что вредно для голоса. А есть ли желание стать известным в России? Ну, честно говоря, я насчет этого, конечно, задумывался. И у нас, у казахов, знаете, как говорят, есть такая примета, что человек не должен делиться своими планами, потому что оно может и не сбыться. И поэтому, конечно, в принципе, было бы очень круто. Но с другой стороны, как и когда мы будем приступать к этой работе, мы пока не будем говорить, потому что, опять-таки, вот примета. Ну, дай бог, я надеюсь, что действительно так, потому что пока, к сожалению, из Казахстана у нас не так много артистов, как даже из Узбекистана
на российской эстраде, больше артистов сейчас, ну, одна Наргиз чего стоит. И вот, кстати, вот я задал этот вопрос Розе Рымбаевой. Может быть, вы, как молодой артист, об этом что-то тоже скажете? Ведь действительно конкурс есть, да? Вот есть конкурс «Славянский базар», объединяющий славянские народы, но, как выясняется, не только славянские, то, что вы здесь победили. Был конкурс «Азия до Усы», он был в Средней Азии, объединял среднеазиатские эстрады. Он, к сожалению, умер. Почему, на ваш взгляд, нет некого азиатского конкурса? Я не знаю, я, честно говоря, насчет этого не задумывался. Я не знаю. Может быть, нет той общности между странами, которая все-таки есть у нас? Потому что я имел опыт работы в Узбекистане достаточно плотно для узбекского телевидения, и я вижу, что узбекская эстрада очень тоже обособлена, как и, наверное, казахская эстрада. В принципе, я считаю, что вкус у людей падает. Падает. Да. Сейчас иногда некоторые люди не понимают профессиональные вещи, понимаете? На конкурсах люди стараются петь более глубокие, такие сложные вещи для того, чтобы показать там свои возможности, да? Сейчас я считаю, что даже нету, по большому, смысла нету проводить конкурсы. То есть они являются некой ступенью, да? Очень редко, очень редко. Потому что сейчас молодые артисты уже стараются не доказывать свой талант, а записывать такие там, легкие песенки. Но ваш же успех говорит о том, что, в общем, есть зритель, который готов и слушать другую музыку. Я не знаю. Я просто сказал, как считаю. Спасибо огромное. И в заключении мы бы хотели вас попросить, мы всех артистов наших гостей просим это сделать, некие пожелания Славянскому базару, Витебску, Белоруссии, музыке, зрителям, кому угодно. Я от всей души хочу поблагодарить конкурс «Славянский базар». И я считаю, что «Славянский базар» является одним из тех конкурсов, в котором нуждаются молодые исполнители, потому что благодаря «Славянскому базару» многие звезды появились на пьедестале эстрады. И от всей души хочу пожелать вам всего самого наилучшего, счастья, любви и взаимопонимания, взаимоуважения, и чтобы всегда царила любовь во всем мире. Спасибо огромное. Димаш Кудайбергенов был у нас в гостях. И я надеюсь, что совсем скоро мы вас поразим встречами с новыми артистами здесь, в нашем пресс-центре Славянского базара в Витебске в рамках канала OK Live.